Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И на канале вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы. Также есть инструменты в помощь вам, практики настроя, ритуалы, медитации, саблиминалы для изменения в вашей жизни и, соответственно, исполнения ваших желаний и достижения целей. И, как всегда я говорю, все в ваших руках, это ваша жизнь, и, соответственно, только вы можете ее изменить и решить, что же хорошо для вас. Решив это, вы уже меняете свой настрой, свои мысли, свои стремления и, соответственно, притягиваете к себе то, о чем вы думаете большее количество времени и то, на чем вы концентрируетесь. Поэтому помните, если вы хотите одного, концентрируетесь на отсутствии того, чего вы хотите, вот это отсутствие вы и получите. Это важно, потому что иногда люди говорят, ну я ж совсем другого хочу. А когда мы анализируем то, на чем концентрируется человек, получается, что он концентрируется именно на отсутствии, на страхах, на неуверенности, и, соответственно, это человек и получает. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз. Сейчас будет прогноз на месяц, на декабрь. Опять же, самое основное и самое важное. Соответственно, мы по одной карте возьмем на каждый знак зодиака и, конечно же, общие совет для стихий. Сейчас стихия воздух, знаки зодиака, близнецы, весы и водолеи. Ветерки вы мои дорогие. Соответственно, так как иногда меня спрашивают, почему такие короткие предсказания. Ну, первое. Я каждую неделю делаю прогнозы на неделю, и также выходят каждый день карты дня. Соответственно, вы можете получить пособие, смотря каждодневные прогнозы, что же делать на следующий день, что же делать через день. И также выходит же еще видео на разные темы с ответами на вопросы, с инструкциями, что же можно ожидать и что же было бы здорово сделать или не сделать. Как всегда, помните про акцендент. Акцендент влияет на то, что с вами происходит, так как он влияет на ваше внутреннее состояние, положение звезд, положение планет, и влияет на ваши мысли, на вашу энергетику. Поэтому всегда смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента для полной картины и, соответственно, для полного руководства. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь, мои дорогие, на себе, любимых. Похвалите себя, сделайте себе комплимент и обязательно, конечно же, улыбнитесь. Вы уже знаете, что улыбка улучшает жизнь. Все позитивное, что мы делаем, позитивное, на чем мы концентрируемся, улучшает жизнь. А улыбка – это позитивное, и чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок даст вам Вселенная. Ну и, соответственно, в конце расклада будут 3 карты на исполнение желаний и дополнительные советы. Ну что, вы готовы? Смотрим, близнецы. Ну что, ваш месяц будет не совсем спокойным. Будут ситуации, в которых надо будет отстаивать свои границы, отстаивать свою точку зрения и не давать людям вами пользоваться. Будут такие, которые подумают, что было бы здорово, чтобы вы что-то для них сделали, но, смотрите, помогать, я говорю, всегда надо.
Но помощь и пользование – это две разные вещи. Когда человек просит о помощи, и вы чувствуете, что вы хотите помочь, и вызывает вас вот именно помощь человеку, воодушевление, это одно. Но когда человек хочет, чтобы вы что-то для него делали без возврата, образно говоря, это называется пользоваться. И вот будут такие люди, которые захотят именно этого, вы это почувствуете, в вас это вызовет как минимум дискомфорт в вашем внутреннем состоянии, когда эта просьба придет, и, соответственно, было бы здорово отказать. Еще, так как месяц будет не совсем спокойным, старайтесь решать ваши задачи без скандалов, без раздражений и без обид. Если вам отказал кто-то, старайтесь не обижаться. У человека на то были свои причины, так же, как у вас будут свои причины кому-то отказать. Поэтому старайтесь без борьбы, не боритесь сами с собой. Если что-то, вот я уже говорила, я еще раз повторяю, если что-то вызывает в вас дискомфорт, или отказывайтесь от этого, или меняйте направление. Бывает такое, я знаю, что на рабочем месте может быть такая ситуация, когда вы не можете отказаться, и, соответственно, это задание рабочее, не все же работают на себя, люди работают на кого-то, и, соответственно, вышестоящие могут дать задание, которое, вызовет в вас дискомфорт. Вот тут, отказаться не получится, но найти путь, как это сделать с наименьшими для вас эмоциональными и физическими потерями вы можете. Включайте анализ, выключайте эмоции. Я часто это говорю, и тут будут вот такие ситуации. Таким же образом, мои дорогие, все, что связано с межличностными отношениями. Расставлять свои границы, не позволять людям пользоваться вами, даже самым близким, но в то же время решать все задачи и все проблемы мирным путем. Дело в том, что если будете позволять себе входить в стресс, и уже вы понимаете, что самое интересное, почему-то так мы созданы, что концентрироваться на чем-то негативном нам намного легче, чем на чем-то позитивном. Соответственно, если мы на этом концентрируемся, значит, мы вызываем круговорот негатива, потому что мы варимся в этом кругу, то, на чем мы концентрируемся. И, соответственно, если мы под стрессом, ослабевает наш организм, и мы уже подвержены простудам, повышению давления, вот таким заболеваниям, и, конечно, проблемам с суставами и с мышцами. Потому что идет стресс, идут зажимы и идут спазмы. Подумайте об этом, избежать этого вы можете. Относитесь вообще, не только в ближайший месяц, а вообще старайтесь относиться ко всему полегче. Что бы ни произошло, все равно старайтесь в каждой ситуации найти что-то позитивное. Вы не поверите, в каких ситуациях, работая с людьми, мы находим позитивное. Я не буду здесь это рассказывать, но поверьте мне, что в любой ситуации, даже в самой печальной, можно найти что-то позитивное. Смотрим дальше. Давайте посмотрим, на что обратить внимание весам в ближайший месяц. Это декабрь. В данном случае последний месяц уже 2022 года. Как же быстро летит время. Давайте посмотрим. Вам обратите внимание на обучение. Если вы уже
учитесь чему-то, это будет очень продуктивный месяц, как я понимаю, потому что конец года будут какие-то результаты, какие-то экзамены, какие-то тесты, и они будут благоприятны, если вы будете на них концентрироваться. Вот если вы уже начали какую-то учебу, концентрируйтесь на ней. Для всех остальных будет очень много завершений. Завершение каких-то проектов, завершение каких-то дел, подписание каких-то уже заключительных договоров. Все, что связано с договорами, обучением, получением каких-то новых знаний и умений, все будет благоприятно в декабре. Поэтому концентрируйтесь на этом. Для тех, кто готовится к свадьбе, для тех, кому это интересно, будет прекрасно, если вы сможете до конца декабря сыграть эту свадьбу, потому что у вас будет и настрой, и в то же время вы сможете сделать все так, как вы хотите. Заключение брака тоже благоприятно в декабре. Для тех, кого интересует здоровье, вам, некоторым из вас, опять же, не расстраивайтесь, не думайте, что это вот обязательно, но было бы здорово для некоторых из вас обратиться не просто к врачу, а обратиться к специалисту в той области, которая вас интересует, в той области здоровья, которая вас интересует. Это может быть профессор, это может быть какой-то академик, это может быть какой-то очень, вот как сейчас говорят по-русски, крутой специалист в той сфере медицины, которая вас интересует. Это будет более продуктивно, это будет иметь больший результат, чем если вы просто обратитесь к врачу. Особенно для тех, кто уже обращался к врачу и не получил именно той помощи, которая вам нужна. Подумайте, опять же, решение ваше. Единственное, что вот эти специалисты могут быть не бесплатны. Ну, все равно решение за вами, и это же ваша жизнь. Я рассказываю то, что я вижу, а вы уже принимаете или не принимаете. Это ваш выбор и, конечно же, ваше решение. Водолеи. Смотрим, что же у вас в ближайший месяц. Смотрите, будете решать материальные задачи. У некоторых из вас, вижу, есть недостаток материальных средств на, можно сказать, каждодневное проживание, и вы не можете пока, будете искать из этого выход. По этой карте выход рядом. Вот в этой колоде немножко по-другому эта пятерка пентаклей идет. А вообще по пятерке пентаклей всегда есть выход. И выход очевиден, просто вы под эмоциями нехватки концентрируетесь на отсутствии и на нехватке, поэтому вы не можете найти выход. Для некоторых из вас, может быть, этим выходом будет дополнительный доход. Может быть, как вот тут, по этой еще карте, хорошо какое-то ваше хобби превратить в дополнительный доход. Сегодня в соцсетях, в мессенджерах, на разных платформах мы можем продавать что-то по всем практически странам мира. Я вам хочу сказать, даже из Канады в Россию можно посылать. Это просто недешево, очень долго. Ну, а на сегодняшний день иногда и проблематично. Очень мало кто сегодня это делает. Ну, это я пример привела. Ну, а так, неважно, в какой вы стране мира, в своей стране и даже за рубежом вы можете продавать свои товары. Есть такие платформы, как eBay и Amazon. А в России есть и другие платформы. Наверное, я просто, живя не в России, знаю платформы, которые популярны именно в Северной Америке. Вот. Поэтому вы можете найти
вы можете свое хобби превратить в побочный доход. И я знаю очень много людей на сегодняшний день, которые из побочного дохода на своем хобби превратили это в свой постоянный и довольно-таки ощутимый доход. Подумайте, решите. Это просто я вам дала один из выходов, которые я ярко увидела. А тут я могу сказать, что для некоторых из вас может действительно пересмотреть ваш бюджет, пересмотреть ваши затраты. Тут не затягивать поясок надо, тут надо просто пересмотреть, сколько на что вы тратите, и увидеть те пункты, в которых вы тратите на что-то не совсем нужное больше, чем это, приемлемо, неприемлемо, для каждого из вас приемлемо что-то свое. Вот такой, интересный и непростой месяц ждет стихию воздух, но вы знаете, вот все это, что я вам рассказала, если правильно к этому подойти, это увлекательный месяц, где вы сможете, каждый из вас, выйти на другой уровень развития, неважно в какой сфере. Полное выздоровление, если вас это интересует. Улучшение отношений, если это вас интересует. Нахождение своей второй половинки, если вас это интересует. Перемена места работы, где и вы можете найти место работы, которое будет оплачиваться лучше, и, может быть, даже не оплачиваться лучше, а атмосфера будет другая. Особенно это, я вижу, актуально для некоторых из близнецов будет. Поэтому смотрите, думайте, это ваша жизнь. Ну и общий совет. Общий совет: никогда не бойтесь начинать сначала. Смотрите на жизнь легче. Так как вы будете смотреть на жизнь, вот то, что вы будете излучать в свою жизнь, то вы и будете получать обратно. Чем больше легкости вы введете в свою жизнь, тем более легко вам будет преодолевать то, что вы на сегодняшний день называете проблемами. По крайней мере, любую проблему переведите в ранг задачи, назовите, напишите для себя: вот моя проблема. Написали, зачеркнули и пишите задача, и уже пишите это как задача, и вы увидите, что решать это будет намного легче. Так устроено наше сознание. С проблемами нам тяжелее, чем с задачами, наверное, потому что в школе нас учили решать задачи. И мы знаем, что у любой практически задачи, по крайней мере из тех, которые мы проходили в школе, других мы не имели, всегда имели решение. Единственное, что некоторые легче было найти решение, а некоторые немножко тяжелее. Ну что, мои дорогие ветерки, загадывайте желание, и я посмотрю, что же посоветует нам оракул. Вас ждет счастливое будущее. Это значит, что ваше желание точно исполнится, и перестаньте стрессовать по поводу того, что происходит сейчас, потому что чем меньше вы будете стрессовать, чем больше вы будете настраиваться на счастье и на счастливое будущее, несмотря ни на что, тем быстрее это произойдет. Ну и, соответственно, тем быстрее исполнится ваше желание. Весы. На сегодняшний день эта карта нет. Но что это значит? Первое, что это значит, подумайте, ваше ли это желание. Действительно ли вы этого хотите? Я знаю очень много людей, которые хотят чего-то, но не хотят, потому что они этого хотят, а потому что в социуме это очень модно.
но это не ваше желание. Найдите ваше настоящее желание, чего вы действительно хотите. Может быть, оно будет не совсем адекватно для кого-то, но поверьте, победителей не судят. Подумайте. Формулировка. Если вы неправильно его сформулировали, скорее всего, оно не исполнится. Ну и третье, что я хочу сказать, вам нужно подготовиться. Без подготовки, без владения материалом желание тоже не исполнится. Нет, для некоторых может быть каким-то чудесным образом, но для большинства все равно надо владеть информацией и что-то делать. Ну и водолеи, давайте посмотрим, перефразируйте. Вот именно здесь я точно могу сказать, для некоторых из вас вот эта нехватка чего-то, вот такое вот ощущение у меня, что вот энергии не хватает. И перефразируйте, это значит, вы неправильно сформулировали свое желание. Поменяйте формулировку, и тогда ваше желание точно исполнится. Ну а я, мои дорогие, желаю вам исполнения всех ваших желаний и желаю, чтобы в вашей жизни было все прекрасно. Вот желаю этого самого счастья по умолчанию. Я люблю вас, мои дорогие. Увидимся очень скоро. Пока.